происходит? Отцепился, били? Били отцепку? Да ладно. Ну вот кто-то наукладывал, блин, били. Итак, восстановим хронологию событий. Еще в начале этого года мы вылетели в ЮАР и в Йоханнесбурге начали наш эпичный трип, где приземлили нашего друга Билли, кабриолет, на полном ходу. Там же пообнимались с жирафами и погуляли по самым жестким местам города. Затем мы сели в самолет и полетели в Кейптаун, где жестко разыграли гида, изображая тупых туристов, случайно выпавших из вертолета. И вот теперь мы отправляемся в город Масл-Бэй, где нас ждала лютая череда событий. Также я вам покажу самолет, который нас забросит на такую высоту, с которой можно увидеть реально круглую землю. Потом мы прыгнем с самого высокого моста на континенте. Ну и на десерт покажу вам темную сторону скайдайва, ведь даже у самых матерых парашютистов тоже бывают отказы. В общем, выпуск заканчивает нашу трилогию африканского трипа, и мне определенно есть чем вас удивить. Запасайтесь попкорном и приятного просмотра. Ну что, прощай, Кейптаун. Расстояние от Кейпа до Масл-Бэй всего 390 километров. И мы решили не лететь, а помчать сразу же на бричке. И этот путь был восхитительным. Масл-Бэй, новая дроп-зона, небольшой обзорчик, погнали. Мы на этом полетим? Да ладно, да нет. Смотри, это как маленький бомбардировщик какой-то. Мощные двигатели, небольшой корпус. Охрененно. Пойдем сюда. Мы будем прыгать с 16 тысяч, это больше 5 километров. Смотри, тут площадка у них, ручка, очень хорошо вылазить можно. Ну что, погнали посмотрим, что здесь еще есть. Такая крутая дроп-зона, мне тут прям очень нравится. Прям борт, то, что 10 надо. прыжков в день, да. Okay, guys, welcome. Skydive Masl-Bэй. Короче, говорит, что если ты приземлишься за вот этим клубом, то там кобры тебя сожрут. Сейчас, короче, берем системы, оформляемся, все проверяем, начинаем прыгать с этого самолета, потом переходим на этот, прыгаем с 5500. Короче, поехали! Но сначала нас ждала вот эта разукрашенная табуретка. Мы решили сделать тестовый прыг с нее. Не скажу, что подниматься было очень комфортно, но повисеть на крыле было забавно. Triangle farther than ever without a burner. Feeling like I never quit moving, I am a learner. And learn that the higher you get, they wanna earn you. Shoot for the sky, you aim high and you blow it. Never take no for an answer, keep going, just breathe. Just breathe. Breathe. Woo! Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher, non-stop. Take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher. Woo! Let's take this thing non-stop. It's time to go higher. Блять. I hope it's okay. Ногами. Серый, ебаное приземление, просто пиздец. Я, короче, разъебался ногами очень сильно. Я не могу вообще стоять. Я все дрожит. Надо... Пиздец. Но мы же показываем все на себе, как не надо делать. Ты заснял мое приземление? Никуда его не укладываю. Адская боль. Я уебался жопой. Я уебался прям пяткой. Сука, я не могу снять кроссовок. Ты просто ударился. Это случается. Не, ну мы же договорились, что мы все проверяем, как делать не надо. Да. Ради наших подписчиков. Все стараемся для вас. Ради контента правильного. Ну я тоже сейчас, кстати, не очень хорошо приземлился. Я тихо разогнался, такой думаю, не упасть. Короче, позорно. Все приземлились. Короче, я рисковал жизнью. Теперь мне надо выпить рома, чтобы так еще душевную свою травму. Can I be excused? Can I be excused? Can I be excused, please? Hear me out, hear me out. I've been thinking this is better for me. I've been sitting in the same.
Сегодня второй день, у нас не без потерь прошел первый день вчера. Дима неудачно приземлился, немного повредил свои копыта, но это еще раз говорит о том, что скайдайв — это не шутки, это не игрушки. Ребят, если кто-то захочет в эту тему прийти, вы должны понимать, что то, что мы творим на камеру, и то, что выглядит так вот прикольно, за этим очень много тренировок. У Димы на самом деле больше 800 прыжков, соответственно, больше 800 приземлений. Короче, будьте аккуратны. Здесь у нас укладочная, ну как у нас, у них. Я все дроп-зоны уже называю у нас. Пойдемте посмотрим, как здесь происходит укладка. Обычно после прыжка, если ты сам не хочешь укладывать парашют, или если ты это не умеешь делать, ты можешь его скинуть здесь, и специально обученные люди тебе его уложат. Так, здесь манифест. На каждой дроп-зоне есть место, где люди записываются на взлет, соответственно, оплачивают и заполняют все необходимые документы. Называется манифест. Огромный монитор. Здесь видно, кто в каком взлете находится. Здесь небольшая хранилка. Свою снарягу вы можете оставить здесь. Как правило, на дроп-зонах все свои, все достаточно безопасно в плане вещей. Вот Андрей вчера оставил свой рюкзачок, свою каску. На секундочку, совокупно стоимость вот этого всего будет где-то в районе 500 000 рублей. Возможно, даже дороже. Никто это никогда не тронет, так у нас здесь заведено. Пойдемте пройдем туда, я вам покажу, какая здесь площадка приземления. На самом деле она мне не понравилась. Дима повредил себе ногу. Проблема в том, что если бы здесь был ковер из травы, то, скорее всего, он просто приземлился на задницу и проехал бы. Я когда вчера шел на посадку здесь, я в последнюю секунду принял решение приземляться на ноги. То есть, если вот ты на вот эту штуку залетишь, ну это прям задница будет. Особенно если задница, это пиздец будет. Дроп-зона шикарная, все здорово, классные борты, быстрый подъем, высоко, здесь можно прыгнуть со 16 тысяч, вот здесь вот написано, классная тусовка. Вот этот вот борт, который стоит сзади, это то, ради чего сюда можно приехать. Это офигенный вид, это океан и вот этот вот борт. Пойдемте посмотрим. Смотрите, какой красавчик, 2 мотора, красотища. Вот обратите внимание, вот это вот такой вот мотор, вот их здесь 2, это турбо, турбированная тачка. Сейчас этот борт заправляется, и после этого мы пойдем на нем во взлет. Прожорливый самолетик, порядка 60 литров он жрает за один подъем. А топливо здесь стоит дороже в 2 раза, чем у нас. Столько стоит наше развлечение. Гринпису привет. Ну и наконец-то пришло время показать вам этот долгожданный полет на нашем красавце. Как вы понимаете, прыгаем мы теперь без Димы. I am a product of change. I got the product and things, turning my L's into gains, channel the pain, looking to better the days. Yeah, you are a product of fear and the man in the man. You can't get away from them things, and I am aware, fully prepared. The devil he speaks. Yeah, and this what he said. You gotta get paid. Do what you gotta do. Get to the bag. Stay at your 9 to 5. Get on the avenue. You ain't cut out for them things. Yeah, you are not good enough. You are the type of got people that shouldn't love anyone knowing you know that you phony. You never cut out for this. You should just give it up. Yeah. One time, I'm going for mine, you put it on mine. On my life, you better believe they're looking for me. One time, I'm going for mine, you put it on mine. Believe they're looking for me. Yeah. One time, I'm going for mine, you put it on mine. On my life, you better believe they're looking for me. One time, I'm going for mine, you put it on mine. Believe for me. Случается такое, что тебя выбрасывают слишком далеко от дроп-зоны. Такое произошло и в этот раз. Я быстро терял высоту, и мне нужно было хоть как-то дотянуть до площадки приземления. Да, и еще зайти на посадку нужно было с другой стороны. На встречку заходить я не мог, потому что была вероятность столкновения в лоб с другим скайдайвером. На запасную тоже не мог приземлиться, потому что на нее заходили студенты с той же стороны. Все, что мне оставалось, это приземлиться рядом, в кусты. Короче, все. Я выбираю другую площадку. Ну да, и выбрал себе самое лакшери место из всех возможных. Почему-то в воздухе я решил приземлиться на богатый купаж из кактусов, шиповников, скорпионов и змей. Прям грудной сбор номер 4. Да, заход на посадку был не самый комфортный. Но безопасно, чтобы никого не захерачить. Опа! Короче, как-то не прет нам с удачными посадками на этой дроп-зоне. Ну ладно, мы с Димасом. Вы посмотрите, какая фигня случилась с нашим другом Билли. Что еще раз подтверждает, что никто в этом спорте не застрахован от факапов.
Чтобы было проще понять, объясняю. Билли на этот раз не сам укладывал свой парашют, а доверил местному укладчику. В результате отказ. То же самое, что уже происходило у Димы в Таиланде. Закрутка купола, которая могла привести к печальным последствиям. В итоге, отцепив парашют, наш товарищ успешно приземлился на запасной. После этого мы решили, что на сегодня скайдайва нам хватит и надо немного отдохнуть. Короче, мы подумали и решили, что на остаток наших приключений надо выбрать себе занятия немного поспокойнее. Посмотреть на местные африканские красоты и посетить обычные туристические места для простых людей, не экстремалов. В общем, мы прыгнули в нашу бричку и отправились в чудное местечко под названием Китикама. Ведь именно там находится самый здоровенный мост на континенте. Именно с этого моста мы собираемся сегодня сигануть. Друзья, приехали на банджи или тарзанка. Вот, пожалуйста, Face Адреналин. Слушай, страшно. Это прям бейс. 216 метров. Говорят, что это самый большой банджи на мосту. А пойдемте сейчас посмотрим. Мы здесь сами первый раз. Пойдемте глянем вообще, потому что, когда мы над ним проезжали, это был пиздец, это было страшно. Наш оператор, все, он сказал, я даже подходить к этому не буду. Я бы подошел, но я не успеваю. Я бы, может быть, бы и глянул. Да, у него есть легальная отмазка, он копытка свою повредил. В смысле, мы вот с этого моста будем прыгать? Кто-то уже орет. Да ну нахуй. Бля. Попробовать. А ведь могли бы просто снимать обзорчики туристические. Так мы же так вроде и хотели. Морд. Короче, друзья, ну раз уж мы приехали, мы должны вам это показать. Давайте будем считать, что мы делаем просто обзор самого высокого моста, ну как минимум в Африке, в Южной Африке точно. И по нашей традиции уже, ты это уже давно делаешь, а я вот сейчас делаю первый раз. Вау! Блять! Сереж, я не знаю, как вы ехали по этой хуйне, но вот по вот этому мосту у меня ноги онемели, я еле дошел. А мы вон там стояли, пили кофе, так было пизда. Добрый путь тебя провожаем. Да стрёмно, пиздец. Мне очень страшно, пойдем сюда. Они так падают, блядь. Но я боюсь больше, когда как поднимают, это пиздец. Я прыгаю бейс. Ребята, ноги выскользнут из этой хуйни, я натянул, блядь! У меня пальцы на ногах вот так вот. Пожалуйста, быстрее забирайте меня. Человек. Ой, какой чувак ползет. Я заебал все вверх ногами. Мне так страшно, что я выскользну из нее. Давай быстрее, блядь! Иди давай быстрее сюда. Hey buddy, good. I wait you, I don't know, half day here. You can just let go, buddy, let go. Блядь, это пиздец, это стрёмно. Блядь, это пиздец, чувак. Я тебе хочу сказать, это пиздец. Very good, not very good. Давай, затаскивай меня на... Затаскивайте меня, пацаны, блядь. You're from where? From Russia? From Moscow. Петроград. Охуй. Все, я отсюда на. Больше я не прыгаю. Спасибо. Сука, самое страшное, это когда я повис. У меня было ощущение, что у меня сейчас ноги выскользнут из этой хуйни. Я Да, упаду. я тоже. Я натянул носки. Короче, пальцы расправил. Просто павлины, сука, не умеют расправлять так свои перья, как я расхуй. Пальцы на ногах, они у меня сквозь кроссовки вылезли. И когда он меня тащил, блядь, сука, в нему систему вот так залез, блядь, вовнутрь. Я обоссался, я больше так не хочу делать. Но само отделение пиздец. Короче, было очень страшно возвращаться обратно. Это я, блядь, пережил просто, блядь, вот этот подъем. Короче, что у меня с глазами? Надо по шоту обязательно еще впороть. 100%. У меня трясутся. Смотри, Ну, прыжок охуенный, да? я предлагаю сейчас
телепортироваться Как мы умеем. в наш барчик. Бар. Телепорт-бар. Опа. Пожалуйста. Так нравится. Вообще, с телепортацией ты здорово придумал. Да. Мы будем этим Теперь пользоваться. будем перемещаться. Ебанем-ка мы в аэропорт. Друзья, ну все, наше путешествие по Южной Африке закончилось. Замечательная страна, много всего интересного и много всего, что мы вам не успели показать. Мы это сделаем обязательно в следующую нашу поездку. А вы напишите в комментариях, как вам зашла эта серия. Подписывайтесь на этот канал, если вам интересно следующее. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну а мы погнали!